Эти 24 слова и 3 фразы времен видеосалонов и видеокассет, практически неизвестные обычному обывателю, на жаргоне деятелей первого поколения советской видеоиндустрии, точно описывали целую эпоху VHS нашей страны. Сегодня вы узнаете, что означала фраза «снять шкурку» и жаргонное выражение продавцов с горбушки «тряпка», а также почему разрешение на показ фильмов в видеосалоне называлось литовкой. Перед началом просмотра хочу порекомендовать вам сервис IP-телевидения от iLook TV. Окунитесь во времена кабельного телевидения, почувствуйте себя в 90-х. Только здесь вы сможете посмотреть любимые фильмы в правильном переводе любимых переводчиков, таких как Володарский, Гаврилов, Михалев, Горчаков. Переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь. Первые сутки для теста бесплатно. Если все устроит, наслаждайтесь ушедшей эпохой VHS в современном формате за символическую плату $1 в месяц. Также ссылка будет в закрепленном комментарии. Бывает тоже порядочный, а вот сегодня, видите, будет сбор, так сказать, называется «Черная бдительность». Там будут очень порядочные, чистые девушки. Рекомендую заглянуть. Писарь. Человек, который имел свой канал для получения оригинальных копий для дальнейшего тиражирования. Видик-видак. Видик, что ли? Видеомагнитофон. О, видик, шмидик, вчерашний день родной. Компакт параболики. Панас. Видеомагнитофон Panasonic. 25-ка. Видеомагнитофон Panasonic NV-L25EE, который хорошо зарекомендовал себя среди писарей по качеству картинки при тиражировании. Читалка. Видеомагнитофон, с которого воспроизводилась оригинальная копия для записи на пишущие магнитофоны. Мультисистемник. Видеомагнитофон, который воспроизводил разные системы видеозаписи PAL, NTSC, MISICAM, SICAM-L в цвете. Пишет. Делает копии с видеокассет. 180-ка. Трёха. Видеокассета 180 минут или трехчасовая. 240-ка. Четырёха. Видеокассета 240 минут или 4-часовая. Нулевка. Лазерка. Первая видеозапись с лазерного диска LD. Книжка. Оригинальная, привезенная из-за границы видеокассета в пластиковой коробке, на которую записывался перевод и потом делались копии. Пластиковый бокс или коробка как раз была похожа на книжку, поэтому такое название. Но никто не говорил видеокассета в пластиковом боксе, а говорили просто видеокассета-книжка, где книжка – это пояснение писаря, с какого оригинала у него запись, так как не все фильмы переписывались с лазерных дисков. Первая копия. Копия с нулевки. Паловская лазерка. Видеозапись с лазерного диска LD в системе PAL. НТС-овка. Видеозапись лазерного диска в системе NTSC. При копировании на видеокассету транскодировали в систему PAL для дальнейшего тиражирования. Экранка. Или на жаргоне продавцов с горбушки, экранка, она же тряпка, тряпочная копия. То есть фильм, записанный на видеокамеру в кинотеатре. Первые такие записи появились в 1989 году. Гнусавый. Для абсолютного большинства это был переводчик или гнусавый перевод. Я хочу быть богом этого мира. Как все тогда думали, что переводчик надевал на нос прищепку, чтобы его не опознали по голосу представители милиции или КГБ. Добить. Дописать после фильма остаток видеокассеты, как правило, мультфильмами или музыкальными клипами. Музыкалка. Видеокассета с клипами или музыкальными программами, записанными с телевидения. Литовка. Разрешение на показ фильмов в видеосалоне. Довольно необычное слово для обозначения разрешения. Откуда оно пошло? Дело в том, что во времена СССР был создан орган, осуществляющий цензуру печатных произведений и защиту государственных секретов в средствах массовой информации в период с 1922 по 1991 годы. Этим органом было Главное управление по делам литературы и издательств, сокращенно Главлит.
Главлит был создан на основании декрета Совета народных комиссаров РСФСР от 6 июня 1922 года в рамках проведения культурной революции. Основной целью создания главлита было объединение всех видов цензуры печатных произведений. От второй части официальной аббревиатуры «главлит» в обиходе появилось понятие «литование». Заверение у цензора центрального или местного отделения главлита, получение и разрешение на публикацию. Литование проходили все книги, журналы, сценарии кинофильмов. Неугодные власти фрагменты изымались, что часто ухудшало художественную ценность произведения. Оригинальные творческие находки могли быть истолкованы цензурой, как намеки на ошибки существующей власти, замаскированную критику или сатиру. 25 октября 1991 года в связи с выходом закона о печати и других средствах массовой информации главлит СССР был ликвидирован. Видеосалон. Декодер. Специальная плата для воспроизведения видеосигнала PAL на отечественных телевизорах в цвете. Крутить. Показ в видеосалоне. Колотушки. Восточное единоборство. Веселуха или веселые картинки. Фильмы для взрослых. Заживал. Лентопротяжный механизм видеомагнитофона дает сбой и мнет ленту. Монтажка. Копия фильма с монтажным таймером вверху или внизу экрана. В жаргоне конца 90-х уже не писарей, а видеопиратов часто звучала такая фраза, как «снять шкурку». То есть сделать копию с лицензионной кассеты, потом ее продать, а уже с копией тиражировать кассеты для продажи населению. Еще видеопираты употребляли слово «ошкурить». Речь идет про копирование кассеты и последующую перестановку пленки между механизмами в корпусе видеокассеты, чтобы вернуть владельцу оригинала копию. Отсюда логично вытекает фраза «видеопрокатная кассета с ногтями», то есть специальная пометка для салонов видеопроката, когда винтики в корпусе видеокассеты закрашивали лаком для ногтей вырвиглазных расцветок. Далеко не все слова из озвученного списка были известны простому обладателю видеокассет, ведь большинство из нас так и остались простыми любителями VHS, и по этой причине не успели глубже ознакомиться с жаргоном профессиональных писарей и видеопиратов. Ведь нужно было пройти большой путь, как минимум от посещения домашних видеосеансов до владельца видеосалона или проката видеокассет, заниматься записью и продажей видеокассет, снабжать видеокассетами кабельные сети и ТВ-каналы, стать дистрибьютором компании, которая выпускала лицензионные кассеты, продавать права проката и публичного видеопоказа и так далее. До наших времен дошли лишь некоторые жаргонизмы, которые поймет любой современный человек. Это видик, видак, понас, заживал и известная абсолютно всем экранка. Но как бы то ни было, видеокассеты и видеосалоны были неотъемлемой частью нашей жизни в конце 80-х и начале 90-х годов. Благодаря эпохе VHS мы за короткий промежуток времени познакомились с мировым кинематографом, а видеосалоны и их владельцы несли в массы творения мировой киноиндустрии на любой вкус.